Итак, привет всем, друзья. В общем, близится водномоторный сезон новый у нас. Значит, решил немножко доработать, перебрать свой ветерок. У меня 12-й ветерок, был 8-й в том году. Видео есть на канале, как я из 8-ки сделал 12-ку. В общем, сейчас эту 12-ку откапиталил, немножко доработал своими силами, так сказать, бюджетненько. Вот. Ну, в принципе, мотор свои функции выполняет. Итак, давайте сейчас, значит, вкратце расскажу, что почем. Вот, что за что. И будет немножко такое слайд-шоу. Фотографии немножко накидаем. Вот, и в конце мы его поставим в бочку. И немножко покатаем в бочке. Да, кстати, скажу, в бочке я его уже покатал. Вот, то есть только что вот занес его в гараж. В принципе, работает он очень даже таки хорошо. Вот, давайте посмотрим, что сделал и зачем вообще я это делал. Итак, поехали. Вот, значит, общий вид мотора. Значит, что было мною доработано. Значит, удлинил румпель. Это румпель сваренный из двух. Здесь, значит, вот такой вот идет родной короткий. Вот я взял от второго румпеля кусок и сюда вот его доварил. Вот, теперь румпель стал длиннее, не придется за мотором тянуться. Значит, второе, что самое главное, самое важное, значит, что было сделано с картером, значит, так, горяченький, да, значит, головка шлифанута, полмиллиметра снял, увеличил степень сжатия, значит, все каналы перепускные, продувочные, все каналы, значит, бормашинкой загладил, все эти приливы убрал лишние, вот, значит, поршневая была взвешена на весах, это... Значит, поршень, палец и шатун были подогнаны вплоть до миллиграмма. То есть делал я это на электронных весах, которые золото вешают. Вот, значит, далее, значит, что еще у меня здесь было сделано. Так, значит, следующее, это у меня газ, тяги газа. Теперь у меня вот так вот. Вот она работает. То есть, это... Жигулевские, значит, жигулевские тяги. От Жигули, от карбюратора, вот надо что-то отрегулировать. Здесь у меня еще не затянуто, надо затянуть его будет. Вот сюда сделал такой уголочек, подварил снизу гаечку. Это регулировочный упорный, так сказать, холостой ход. Здесь у меня будет стоять кнопка. Кнопочка стояла, я пока ставил голову, сломал ее. Вот у нее выход. Вот, два контактика замыкаем, мотор глохнет. Вот, значит, следующее, что у меня было сделано, это перенесен ручка включения передачи. Значит, вот у нас передача включена, вот выключена. Сюда нужно придумать еще ручку. Скорее всего, возьму, наверное, тоже от Жигулей, есть от подсоса. Такая она идет, как шайба на Жигулях, карбюраторные модели, когда были шестерки, семерки, вот у них была такая вот сюда. Вот у нее как раз там резьба на 6, если я не ошибаюсь. Так, значит, вот передача выключена, вот передача включена. Вот, так вот эту лапку я сюда вот так вот вывел. Вот она вот там вот. Значит, там у меня получается на самом штоке наварена гайка. Вот. И видно получается вот с обратной стороны болт насквозь прокручен в гайку вот в эту и законтрагаен еще одной гаечкой. То есть все это хозяйство работает, свои функции выполняет. Ну, удобней. По мне так это стало удобней. Вот. Значит, поставлены катушечки. Катушечки, ну, эти скутеровские, китайские, как от Honda Dio, да еще ли как они там называются, не знаю. В общем-то, китайской какой-то техники. Вот маленькие такие, удобненькие, красиво смотрятся. Вот, значит, что еще было доработано. Значит, гидрозатвор заварил и сверлил по кругу отверстий на, по-моему, 3,5 или 4 миллиметра. В общем, суть в том, что пуск, то есть они улучшают пуск на холодную. Вот, ну, вообще пуск улучшают. Ну, как по мне, так тише стало, но только на холостых оборотах. На малых оборотах стало тише. Нет вот этого бум-бум-бум барабанного звона. Также у меня здесь стоит глушитель, вот этот, который короткий. Вот такой вот он здесь идет. У меня он на всю ногу почти. И насверлено где-то с 2/3. Насверлено отверстий. На, по-моему, если не ошибаюсь, то ли 5, то ли 6 миллиметров. Да, мотор стал тише. Вот, докупил родной винт. Еще, к сожалению, с ним ничего не сделал. То есть вот он просто здесь так стоит пока у меня. Так, можно сказать, для красоты. Вот, родной винт. Надо убрать приливы, отполировать, значит, отбалансировать и отполировать у него лопасти. Вот. И будет хороший винт. Вот, значит, то, что было сделано. Поставлены, значит, здесь каленые шпилечки у меня. Каленые шпилечки, высокие гайки протянутые.
Вот. Ну, соответственно, вся вот эта фурнитура, вот все вот эти болтики под шестигранник, все это новое, да. Нижний стартер родной, тот год я отъездил вот с этим вот стартером, с нижним, с родным. Вот, заводит мотор, он у меня запускает хорошо, только вот веревку еще не намотал, веревочку надо докупить. Запускался он со первого, со второго раза, то есть никогда никаких проблем с ним не было. Шмыргалку вообще вот эту вот ни разу не мотал, только вот сейчас вот мотал, потому что первые пуски после переборки как бы. Вот, так что такие вот дела. Так, ну что еще? Ну, соответственно, он был покрашен, он у меня был разноцветный. Теперь он у меня покрашенный, низ черный. И колпачок у меня вот белый. Сейчас прикинем колпачок, как он смотрится с колпачком. Ну, собственно, вот так вот он у меня смотрится с колпаком. Черно-белый. А когда чуть не забыл, ребята, самое-то главное, что я сделал, это я перепаял зажигание. Зажигание у меня МБ3 электронное на всех, ну, советские компоненты, там все вот эти, значит, конденсаторы, тиристоры, резисторы, диоды. Значит, все это я выпаял и запаял туда все импортные компоненты. Так что в надежности зажигания можно сейчас быть уверен, что оно меня не подведет. Так, также поменена пластина. Вот эта вот тоненькая, которая здесь родная стоит, она там миллиметровая, наверное, здесь сейчас стоит 3-миллиметровая пластина, вот этот выхлоп. То есть пропал этот барабанный звон, который меня очень сильно раздражал, особенно на холостых. Его слышно было прям бом-бом-бом-бом-бом-бом. Соответственно, ну, в принципе, вот из доработок, наверное, это все. В принципе, также у меня установлено новые подшипники, соответственно, все поменял. Поменял все сальники, поменял коленвал, потому что за тот сезон я убил нижнюю шейку, ну, шейку нижнего шатуна. В общем, на коленвале ее нормально так сожрала, микрометром промерял, как бы, ну, там уже до допуски все уже как бы ушли. Вот, поэтому поставил советский старый коленвал. У меня был еще один запасной, но у него было, получается, то есть нижний вот этот хвостовик у коленвала, который одевается на вал, где вот сальники идут, там внизу два сальника, один вовнутрь мотора, другой наружу. То есть один воду не пускает, другой газ держит. Вот, значит, у меня вот этот место, где ходят сальники, оно у меня было проржавевшее немножко. То есть мне пришлось его использовать, коленвал. Я отнес его токарю, он у меня его шлифанул. Вот, значит, подобрал под него сальники, поехал в магазин, который занимается сальниками, подобрал под него сальники по диаметру, ну, так как у меня коленвал, соответственно, проточен был. Вот, подобрал сальнички, поставил, все, как бы компрессия хорошая, не знаю сколько, но компрессия хорошая. То есть компрессия, сразу скажу, лучше, больше, чем выше, чем было у меня в том году. Ну, соответственно, степень сжатия я поднял, новые кольца поставил. Вот, а теперь давайте небольшое слайд-шоу, посмотрим картинки. Вот, ну, а дальше посмотрим, как он все-таки у меня работает в бочке. Итак, поехали.
Ну вот и все, ребят, как видим, в бочке он у меня работает довольно-таки хорошо. Немножко где-то есть какие-то перебои, но их надо регулировать. Надо его, во-первых, докатать до конца, обкаточку пройти, значит, надо подрегулировать карбюратор. Вот, ну это уже будем делать на воде, соответственно, то есть в бочке смысла нету это делать. На воде отрегулируем карбюратор. Ну и посмотрим, как поменялись его ходовые характеристики. В том году один я был на лодке. Значит, пустая лодка, он у меня выдавал 35-36 километров в час в одного. Это 330-я лодка, Пайолы. Вот. Ну, лодка тяжелая сама по себе, да. Вот, 35-36 километров он у меня наваливал в одного, вдвоем где-то было 27, по-моему, там что ли, где-то как-то так. Вот, ну посмотрим, что поменялось в этом году. Как бы бился я, конечно, больше не за скорость, а за экономию, то есть поднял степень сжатия. Значит, да, также получается лепестковые клапана, которые вот идут на впуске, да. То есть я их тоже сам корпус вот этих вот клапанов я его шлифанул. Вот, и, соответственно, клапана отрегулировал, подогнул, то есть никаких просветов, никаких зазоров, ничего нет. Вот, все ровненько, все красиво. Свечи стоят у меня, свечи Denso BPR 6HS. Вот, ну, посмотрел по каталогам, то есть, как бы, подходят они под эти моторы нормально. Ну, в принципе, в том году я на этих свечах отъездил, как бы, они себя хорошо показали. Вот, ну, в принципе, на этом все. Так что всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.